Большое спасибо донатерам, которые поддерживают мой канал. История начинается с того, что полулюдям приказывают работать быстрее. Однако торговец по имени Флио благодарит их за тяжелый труд и предлагает деньги на хороший обед. Рабочий пытается отказаться, напоминая, что они полулюди, но Флио настаивает, считая, что это не имеет значения. И они благодарят его за доброту. Другие торговцы считают его странным, что он дает деньги полулюдям, но он удивляется, почему их так волнует расовая принадлежность. Его помощник Квен понимает его, но отмечает, что мало кто думает так, как он. Внезапно Флио что-то чувствует, и его тело начинает светиться, и он исчезает, телепортируясь в другой мир. Остальные отмечают, что вызов кандидатов в герои прошел успешно, но Флио считает, что произошла ошибка, ведь он всего лишь торговец. Кардинал объясняет, что они вызывают потенциальных героев, чтобы те помогли в битве против темной армии, и приносит сферу, чтобы проверить его способности. Кардинал объясняет, что кандидаты получают божественные способности, которые нельзя приобрести в процессе обучения. Флио кладет руку на сферу, которая начинает светиться, но оказывается, что у него статистика обычного человека. Подумав, что призыв не удался, Флио объясняет, что он не герой, и просит отправить его обратно в свой мир. Однако другой кандидат с максимальными показателями привлекает всеобщее внимание и не оставляет его в покое. Король впечатлен новым кандидатом и назначает его новым героем, а Флио недоумевает, почему его никто не слушает. Он оказывается в карете и вспоминает свою встречу с королем, который сказал ему, что ворота, которыми он пользовался, закрыты, и он застрял в этом мире. Король признает их ошибку и разрешает ему жить в северном лесу, но запрещает ему рассказывать об их промахе. Во время путешествия Флио пытается поговорить с демиургом, ведущим повозку, и спрашивает, не раб ли он. Он объясняет, что в этом мире такого не бывает, и говорит, что между людьми и полулюдьми нет разницы. Флио спрашивает о месте назначения, но он закрывает окно, прекращая разговор. Через время они прибывают в лес, и ящер дает Флио волшебную сумку, подарок короля, в которой находится самое необходимое на несколько дней. Ящер советует не оставаться там из-за слухов о присутствии в лесу темной армии. Флио прощается и проверяет свою сумку, находя в ней меч. Однако в нем нет ничего особенного. Внезапно на него нападают 3 слизня. Он побеждает их, но замечает, что меч уже сломан. Система показывает, что он повысил уровень, заменив все показатели символом бесконечности, которого он никогда раньше не видел. Он понимает, что может разговаривать с системой, которая становится его проводником и показывает ему приобретенные заклинания. Система показывает, что на его сумку наложено заклинание приманивания монстров, что объясняет нападение слизи. Флио подозревает, что король хочет от него избавиться. Система снимает заклинание, и он решает найти место для ночлега. Система предупреждает его, что лес заражен миазмами, вредными для людей. Перед тем, как продолжить, хочу сказать, что вы можете поддержать мое творчество донатом. Все, кто задонатит любую сумму, будут появляться в начале каждого видео. Ссылку на донат можно найти в описании. Заранее спасибо. Она предлагает очистить лес, используя 3-го маны, и он соглашается. Появляются огромные магические круги, и лес начинает очищаться. Флио интересуется, что изменилось, и система сообщает ему, что он повысил уровень несколько раз. Тем временем принцесса ругает короля за плохое отношение к Флио, напоминая ему о слухах про темную армию в лесу. Король отмахивается от ее опасений, поскольку Флио не мог стать их героем. Прибывший священник обнаруживает признаки использования высшей священной магии. Король считает, что их герой использовал заклинание очищения, полагая, что он один из величайших в истории. Клирик объясняет, что герой находится на юге, а очищение произошло в лесу на севере. В лесу Флио обнаруживает, что у него 367 уровень, и удивляется, что достиг этого уровня, не убив ни одного монстра. Он думает, что опыт можно получить, практикуя магию. Он задается вопросом, почему странный символ не изменился, и просит систему показать его ману, которая полностью восстанавливается за несколько секунд, что заставляет его думать, что ее должно быть очень мало. Система рекомендует использовать заклинание превращения. Ему кажется, что это отличная идея, и он соглашается, но превращается в девушку. Поразмыслив, он решает отнестись к этому серьезно и снова превращается в мужчину. Система объясняет ему, что он может использовать магию телепортации, и он телепортируется обратно в королевство. Флио рад, что у него есть магия, и интересуется, распространена ли она в этом мире. Он приходит в гильдию искателей приключений, чтобы найти задание. Служащий объясняет правила регистрации и спрашивает его имя. Он скрывает свою личность и представляется как Флио. Думаю, вам было все равно, как его звали до этого, поэтому я сразу называл его Флио. Она дает ему значок ранга и советует хранить его при себе. Флио проверяет доску объявлений в поисках задания для своего ранга и замечает девушку, ищущую сопровождение в лес. Она предлагает деньги, но никто из искателей приключений не хочет брать эту работу из-за слухов о демонах в лесу.
Флио соглашается отвезти ее туда. Она спрашивает, уверен ли он, и Флио объясняет, что может использовать свое заклинание телепортации, чтобы отправить ее в лес. Все в шоке от услышанного, сомневаясь, что он может использовать заклинание такого высокого уровня. Появляется рыцарь по имени Балероса, который просит Флио держаться подальше от девушки, считая, что он неопытен и мерзок. Флио уверяет их, что не лжет, и предлагает продемонстрировать. Они выходят на улицу, и он использует свое заклинание телепортации, перенося их в лес Дава. Девушки шокированы, а ведьма Белана спрашивает, не является ли он волшебником высокого ранга, чтобы так далеко телепортироваться. Но Флио уверяет ее, что он всего лишь ученик. Балероса извиняется за то, что не поверила ему. Девушка замечает нечто странное, миазмы в лесу исчезли. Флио решает рассказать ей, что очистил лес, но система предупреждает его, что нельзя делиться информацией с демонами. Девушки достают оружие и окружают девушку, обнаруживая, что она демон, использующий заклинание, чтобы скрыть свою истинную форму. Они пришли в гильдию, чтобы следить за ней. Девушка улыбается и переходит в свою демоническую форму, говоря, что ее зовут Фенрис. Все в шоке, понимая, что они смогут с ней справиться. Фенрис объясняет, что брат прислал ее наблюдать за врагами и выпускает миазмы, от которых падают все, кроме Флио. Фенрис удивлена и пытается атаковать, но Флио уворачивается и отправляет остальных обратно с помощью телепортации. Она спрашивает, почему он не отступил, угрожая съесть его, но он отказывается умирать, понимая, что ничего не добился в этом мире. Флио готовится к бою, используя все свои заклинания, чтобы победить ее. Она бросается на него, но он использует земляную стену для защиты и захватывает ее вихрь. Система рекомендует заклинание подчинения, чтобы поработить ее, но Флио отказывается, не желая иметь рабыню. Фенрис использует всю свою ману, чтобы сбежать, но гравитационное заклинание сводит на нет ее магию, заставляя сдаться. Она просит Флио покончить с ее жизнью, но тот отказывается, объясняя, что не хочет убивать того, кто сдался. Фенрис в шоке и называет его наивным, но возвращается в свою человеческую форму. Поняв, что она голая, Флио накрывает ее своим плащом и ищет одежду в сумке. Ночью Флио проверяет список своих заклинаний, недоумевая, почему он может использовать магию высокого уровня. Очнувшись, Фенрис понимает, что ее мана восстановлена. Она благодарит его за спасение и обещает больше никогда не нападать на людей и признает в нем своего хозяина. Флио объясняет, что ему не нужна рабыня, но она настаивает на том, чтобы остаться с ними, и он соглашается. Тем временем король расспрашивает героя о битве с темной армией. Герой обвиняет рыцарей в том, что они нарушили строй и бежали от демонического чудовища. Король спрашивает рыцаря о действиях героя, и тот объясняет, что герой расположился позади армии и бежал. Герой считает, что может побеждать только слабых магических зверей, поскольку не приобрел никаких навыков. На следующий день Флио и Фенрис отправляются в город, планируя зарегистрироваться в гильдии искателей приключений. Торговец называет их парой, и Флио обдумывает эту идею, считая, что это поможет им путешествовать без подозрений. Фенрис соглашается, желая стать его женой. Флио объясняет, что они просто притворяются, но Фенрис все равно, лишь бы она осталась с ним. Они входят в гильдию, где служитель спрашивает у Фенрис ее имя. Она почти открывает свое истинное имя, но Флио прерывает ее и записывает ее как Рис. Служитель гильдии объявляет о срочном задании победить стадо медведей, психопатов на севере, предлагая солидную награду. Флио хочет отказаться, но Рис уговаривает его согласиться, утверждая, что сможет справиться с медведями в одиночку. Они телепортируются в лес, где слышат крики, и обнаруживают девочек, которых Флио спас ранее, в окружении медведей. Рис хочет проигнорировать их, но Флио произносит заклинание молнии, уничтожающее большую часть медведей. Последний из них пытается напасть на Балеросу, но Рис его убивает. Девушки понимают, что Флио снова спас их, и благодарят его, спрашивая Рис. Флио представляет ее как свою спутницу. Она впадает в депрессию, потому что хотела, чтобы он представил ее как свою жену. Вдруг позади нее появляется медведь, но она смотрит на него, отчего тот в страхе падает. Видя это, она решает сделать его своим питомцем. Девушки шокированы, но Рис объясняет, что это еще больше поднимет репутацию Флио. Он, кажется, не возражает, поэтому активирует заклинание сдерживания и превращает медведя в милое существо. Балероса не может поверить, что они только что приручили медведя. Мгновением позже девушки официально представляются друг другу. Мы узнаем, что Белери лучница, Блоссом тяжелый рыцарь, а Белана колдунья группы. Балероса просит Флио обучить их сражаться вместе с героем, рассказывая ему об армии героя, которая была уничтожена ордой медведев-психопатов. Она объясняет, что после этого случая герой заперся и отказывался сражаться до тех пор, пока не нашел кого-то достойного стать его правой рукой.
Король приказал всем повышать уровень, пока они не смогут в одиночку одолеть медведя. Она умоляет о помощи, но Рис излучает темную ауру, завидуя им. Флио чувствует ее гнев и объясняет, что на самом деле она его жена, что сразу же делает ее счастливой. Она говорит, что он должен научить девочек драться. Девушки благодарят его, но просят об еще одном одолжении. Интересуясь, разрешит ли он им переночевать в доме, потому что на улице слишком опасно. Рис считает, что все в порядке, так как дом был предоставлен гильдии для миссии, и говорит, что будет спать рядом с Флио, потому что они женаты. Тем временем демон Улиминас докладывает владыке демонов, что заклинание очищения было наложено всего одним человеком. Он задается вопросом, кто может быть способен на такое, и приказывает ей немедленно схватить его. На следующий день Флио просыпается и удивляется, увидев перед собой Рис, но она напоминает ему, что они теперь женаты. Он вспоминает, что предыдущей ночью Рис была готова сделать сами знаете что, поэтому он решил переночевать в коридоре. Но Рис предупредила его, что остальные могут заподозрить их отношения. В начале тренировки они сталкиваются с огромным кабаном, но Балероса начинает убегать, и Блоссом атакует его, но промахивается. Белана защищает ее барьером. Пелери пускает стрелу, но она ничего не делает, а Белана начинает чувствовать себя плохо из-за перерасхода маны. После тренировки они отправляются в свой новый дом, и девушки благодарят Флио за то, что он разрешил им остаться. Он объясняет, что смог купить дом со скидкой после победы над медведями. Приходит Рис и сообщает, что еда готова, но Флио шокирован, увидев сырое мясо. Она приготовила его в честь нового дома, но он объясняет, что люди предпочитают вареное мясо. Группа благодарит Флио за приготовление еды, но он объясняет, что ему помогла Балероса, и она краснеет, считая, что на кухне ей лучше, чем с мечом. Флио предлагает попробовать мясо, и Рис не может поверить, насколько оно хрустящее и сочное. Они отправляются в гильдию, чтобы продать гигантских кабанов, и Флио замечает, что все смотрят на них и думает, не перестарался ли он. Глава гильдии Лейт просит поговорить с Флио в кабинете, пока Рис остается и рассматривает кулинарный плакат. Лейт рассказывает, что его слава распространилась по всему городу. Флио понимает, что действительно перестарался. Лейт объясняет, что получил просьбу от короля нанять его в качестве рыцаря и работать под началом героя. Он признается, что как владелец гильдии не хочет, чтобы Флио уходил. На мгновение он вспоминает о Рис и понимает, что у него нет причин сражаться, потому что он пришел из другого мира, поэтому он отказывается от предложения. Он выходит из гильдии, но видит, что Рис в ужасном состоянии и думает, что это должно быть дело рук магического зверя. Но Рис лишь улыбается, понимая, что готовить сложнее, чем она думала. Она ходила на кулинарные курсы, чтобы произвести на него впечатление, но первый день прошел неудачно, потому что она перепутала все рецепты и взорвала кухню. Но она намерена завоевать его любовь с помощью кулинарии. Тем временем герой узнает о Флио Рис, когда Цуи объясняет, что они охотятся на волшебных зверей. Герой просит привести их к нему, к Флио прибывает королевский гонец, но он отвергает предложение из замка, а Рис раздражена их настойчивостью. Флио дарит Белана волшебное кольцо, чтобы усилить ее магические способности, и она удивляется подарку и пытается надеть его на безымянный палец. Но из ниоткуда появляется Рис и угрожает убить ее, если она это сделает. На Балеросу нападает гигантское насекомое, и она кричит о помощи, но Рис разрубает его пополам и говорит, чтобы она перестала притворяться беспомощной, чтобы привлечь внимание Флио. Рис готовит еду для всех, и они не могут поверить, что она такая вкусная. Они наслаждаются едой, но Улиминас подглядывает за ними и не может поверить, что Фенрис человеком. Фенрис внезапно появляется у нее за спиной и приводит ее к Флио, который приветствует ее горячим чаем. Улиминас наблюдает за поведением Рис и не может поверить, что всемогущим Фенрисом управляет обычный человек. Рис объясняет, что теперь она замужем за ним, но Улус не может в это поверить и пытается измерить силу Флио, но понимает, что не может прочитать его показатели. Она спрашивает Флио о лесе, так как не нашла никаких магических зверей, но он объясняет, что использовал очищающее заклинание. Она рассказывает, что из-за этого заклинания брат Рис был убит вместе со своими людьми. Однако Рис уже знала об этом, сказав, что Флио один из немногих людей, способных использовать магию очищения. Но она считает, что брат виноват в том, что не был достаточно сильным, и объясняет, что ее чувства не изменились, и она посвятит ему свою жизнь. Вдруг они замечают девушек у двери, и они понимают, что Рис тот самый волк, который пытался их убить. Флио беспокоен, а Улус считает его угрозой, поэтому она вызывает его на поединок, желая собрать всю информацию о его силах. Но Рис считает, что она пытается украсть ее мужа. Они решают сразиться на улице, и Улус быстро запускает ядовитое заклинание, чтобы отвлечь его, но он легко рассеивает ее магию и ловит ее заклинанием распятия, заставляя сдаться. На следующий день Улус возвращается в темный замок, и Флио рассказывает девушкам о Рис, уверяя, что она изменилась и не будет нападать на людей.
Они признают, что Рис помогала им в течение последнего месяца, поэтому они не хотят навредить ей. Однако Улиминос возвращается с армией драконов, напугав девушек. Она требует их сдаться, но Флио поражен тем, что впервые видит драконов, и это раздражает Улиминос. Она приказывает драконам атаковать, но Флио произносит небесное заклинание «Божественный молот», мгновенно уничтожая нескольких драконов. Потрясенная Улиминос убегает вместе с оставшимися драконами. Блоссом восхищена силой Флио и сожалеет, что не воспользовалась возможностью напасть на дракона сама, ведь это принесло бы ей титул убийцы драконов. Флио советует ей бросить в них свое оружие, усилив его своей магией, она успешно убивает дракона одним ударом, получая желанный титул. Ее уровень повышается, и она в восторге. Остальные девушки тоже хотят получить титул, но драконы уже улетели, и они понимают, что уже слишком поздно. Тем временем повелитель демонов наблюдает за всем происходящим, предвкушая встречу с Флио и говорит своим людям, что пора делать следующий шаг. Флио создает вокруг дома барьер, который оповестит их, когда демон войдет в дом. Рис думает об Улиминос и говорит, что Флио слишком снисходителен к ней, потому что не наказал ее после того, как она напала на них. Флио объясняет, что не пытался быть добрым и говорит, что до сих пор чувствует вину за убийство брата Рис. Девочки восхищаются новым титулом Блоссом, но Балероса уходит, сказав, что ей нужно охотиться на магических зверей, чтобы стать сильнее. Они считают ее удивительной за ее самоотверженность, но на самом деле она плачет, потому что сама хотела получить титул истребителя драконов. К ней подходит странник, который ищет Рис. Балероса находит его подозрительным и угрожает убить, зная, что он из темной армии. Он представляется Гоэлем и уходит, сказав, что вернется, чтобы поговорить с ней. Рис узнает в нем Гоэла, повелителя демонов. Флио рассказывает, что барьер обнаружил его, и Балероса приходит в ярость, понимая, что он мог бы убить ее, если бы захотел. На следующий день Гоэл приходит навестить Рис. Флио представляется и приветствует Гоэла в доме. Они вместе пьют чай, и он объясняет, что знает, что случилось с Улиминос. Балероса шокирована тем, что сидит рядом с повелителем демонов. Рис спрашивает Гоэла, хочет ли он отомстить, но тот отвечает, что ему это не интересно, и предлагает Флио присоединиться к темной армии, от чего тот сразу же отказывается. Гоэл удивлен силой Флио и спрашивает, почему он не работает с королем. Флио объясняет, что ему не интересна война, и он не понимает, почему она происходит, и рассказывает, что он из другого мира. Гоэл объясняет, что первый повелитель демонов начал войну, чтобы завоевать мир, и это привело к конфликту, который длится уже 5 веков. Гоэл не хочет править миром и желает прекратить войну. Он внезапно источает свою ауру, видя Флио угрозу, но сохраняет самообладание, заявляя, что не будет участвовать в войне. Гоэл понимает, что Флио упрям, и понимает, почему король не смог завербовать его. Гоэл хочет завербовать Флио в темную армию и говорит, что вернется, считая Балеросу интересной, что та не сошла с ума рядом с ним. После его ухода девушки проверяют состояние Балеросы, который от пережитого стресса впадает в обморок. Гоэл продолжает посещать дом, и рыцарь докладывает об этом королю, который считает, что Флио присоединился к темной армии. Король расстраивается, считая, что Флио нужно уничтожить. Принцесса советует сначала поговорить с ним, чтобы понять его намерения, но король считает ее наивной. Прибывает герой, решивший разобраться с Флио. Улиминос советует Гоэлу сосредоточиться на своих обязанностях, но тот объясняет, что пытается завербовать Флио и решает уйти. Улиминос сообщает, что демоны недовольны поведением Гоэла и сомневаются в его мотивах. Вернувшись в дом, Флио думает о продаже снаряжения, чтобы получить прибыль, понимая, что им нужны деньги, чтобы выжить. Рис спрашивает, почему он не присоединился к герою, зная, что может заработать состояние, сражаясь с демонами. Флио объясняет, что не хочет сражаться, потому что его силы опасны. Внезапно Балероса предупреждает, что они окружены, и Флио понимает, что герой прибыл с легионом рыцарей. Герой обвиняет его в сотрудничестве с темной армией и угрожает убить его, если он откажется сражаться за королевство. Флио объясняет, что не хочет участвовать в войне, чем шокирует героя, который называет его предателем. Девочки защищают Флио, но герой угрожает арестовать их за измену. Флио понимает, что у них нет другого выхода, кроме как уйти, и девочки хотят присоединиться к нему, подвергая сомнению все, чему они научились в королевстве. Они считают героя подлым, раз он угрожает невинным людям, и понимают, что демоны не являются злом, поэтому не хотят участвовать в войне. Флио использует свое заклинание телепортации, в результате чего появляется огромный круг. Герой не может поверить, что Флио использует магию, выходящую за рамки его возможностей. Столб света окружает их, когда Флио вместе с друзьями телепортируется прочь. Внезапно появляется Гоэл, который понимает, что дом исчез. Он обвиняет людей и приходит в ярость, угрожая убить всех. Он приказывает темной армии напасть на королевство, и Улус в восторге, приказывая демонам готовиться к битве. Появляется темное облако, и герой, испугавшись, убегает, оставляя рыцарей в недоумении.
Флио и его друзья телепортируются в лес. Он объясняет, что они находятся неподалеку от города, в который он однажды заходил, чтобы продать материалы для драконов. Девочки считают, что там им ничего не грозит, а Балероса радуется, что они больше не увидят Гола. Флио извиняется за то, что доставил неприятности, но Рис успокаивает его. Девушки тоже соглашаются остаться вместе. Темная армия начинает свое вторжение, поджигая деревни. Люди пытаются остановить их в северной крепости. Рыцарь докладывает королю, что темная армия вот-вот прорвется через крепость. Король интересуется, почему герой ничего не предпринимает, но рыцарь сообщает ему, что герой прячется на юге. Советники короля предлагают собрать всех магов, чтобы сотворить магию очищения, но он колеблется, понимая, что это рискованный шаг. Мы видим, как Гол наблюдает за ходом битвы, а его слуга сообщает ему, что время пришло. Гол решает отступить, зная, что люди собираются использовать заклинание. Появляется столб света, и королевство очищается. Флио возвращается из города и рассказывает всем, что осматривал магазины, потому что планирует заработать на продаже снаряжения. Блоссом хочет помочь ему, продавая овощи, а Белери думает разводить лошадей, чтобы сдавать их в аренду. Блоссом объясняет, что раньше Белери ухаживала за лошадьми в замке, поэтому она привыкла с ними обращаться. Она обещает сделать все возможное, чтобы поддержать хозяйство. Белана и Балероса чувствуют себя бесполезными, потому что не могут придумать, как заработать деньги, но Рис обещает позаботиться о них. А Флио говорит им помогать по хозяйству и говорит, что в свободное время они могут сосредоточиться на том, чтобы стать сильнее. Мы возвращаемся в замок, когда советники короля сообщают, что темная армия отступила, потому что маги смогли наложить заклинание очищения, которое будет защищать королевство в течение 3 месяцев. Принцесса понимает, что они в ужасном положении, потому что потратили всю свою магию на заклинание. Она понимает, что король не в состоянии руководить королевством и решает взять власть в свои руки. Она говорит советникам, что герой бесполезен и снимает его с должности. Они спрашивают ее, как она собирается справиться с темной армией, считая, что королевству нужен герой, который приведет их к победе. Она решает обратиться к Оракулу. Мы видим, как героя выгоняют, когда рыцарь сообщает ему, что принцесса отдала приказ. Он возмущается, говоря, что королевство нуждается в нем, чтобы защитить их, но рыцарь игнорирует его и оставляет на улице. Вечером Флио говорит Рис, что благодарен ей за то, что она помогает ему, но она засыпает. И он замечает, что без нее ему не было бы спокойной жизни. На следующий день девушки уговаривают Флио пойти на свидание с Рис, говоря, что они обо всем позаботятся, пока его не будет. Он кажется смущен, но Рис с нетерпением ждет их свидания. Они вместе осматривают город, и Флио спрашивает Рис, не нужно ли ей что-нибудь, потому что он хочет что-то купить, чтобы отблагодарить ее за то, что она осталась рядом с ним. Они видят украшение, и он решает купить его, считая, что оно ей очень идет. Они возвращаются домой, и Флио уже собирается лечь спать, но Рис обнимает его. В замке герой залез в королевскую сокровищницу, думая, что найдет предмет, который поможет ему победить владыку демонов. Он думает о Флио и начинает завидовать, ведь он не такой могущественный, но вдруг слышит голос девушки. Она предлагает дать ему силу, если он освободит ее. Открывается потайной ход, и он видит меч, а голос говорит ему взять его, утверждая, что в обмен на это она исполнит его желание. Он принимает ее предложение, но внезапно его отбрасывает в сторону, когда появляется могущественное существо. Она представляется Хеей, джинном первозданного света и тьмы, и спросила, освободил ли он ее от печати. Он подтверждает это, и она обещает исполнить 3 его желания. Принцесса встречается с Оракулом Ашера и рассказывает ей, что королевство в опасности, и им нужно найти что-то, что спасет их от темной армии. На шеях у всех внезапно появляются странные ошейники, вызывающие панику. Принцесса приказывает своим людям отправиться в королевскую сокровищницу. Все удивляются, почему на них ошейники, и Ашур объясняет, что они были выбраны в качестве жертв, и Джин собирается обезглавить их после того, как она исполнит желание. Принцесса рассказывает, что однажды Джин была призвана, чтобы уничтожить повелителя демонов, но взамен она забрала бесчисленное количество жизней, поэтому ее решили запечатать. Принцесса знает, что кто-то сломал печать, поэтому она просит Ашуру найти решение. Она говорит принцессе найти настоящего героя и утверждает, что он уже вызван. Они могут найти его, обыскав западную часть королевства, поэтому они понимают, что она говорит о Флио. Принцессе советуют собрать солдат для обыска, но она понимает, что солдаты нужны королевству для защиты и решает найти его сама. Флио заходит к торговцу, который осматривает щит, и считает его удивительным, потому что он сделан из чешуи дракона. Купец упоминает, что кто-то привез в город драконье мясо, и Флио подтверждает, что это сделал он, говоря, что у него есть доступ к товарам высшего качества. Купец соглашается купить щит, и Флио объясняет, что у него есть и другие товары на продажу.
Балероса наблюдает за ними и впечатлена, ведь он знает, как вести дела. Балероса признается, что он ей нравится, но берет свои слова обратно, потому что не хочет, чтобы Рис ее ненавидела. И говорит, что просто найдет кого-то похожего на него. Рис считает Гола достойным женихом и говорит, что она ему нравится, но она все равно боится его, потому что знает, что он повелитель демонов. Флио присоединяется к ним и говорит, что ему удалось продать щит за хорошую цену, и благодарит Балеросу за то, что она рассказала ему о магазине. Они решают отправиться домой, и Рис знает, что Флио будет занят, но она говорит ему, что хочет проводить с ним больше времени, когда он будет свободен. В этот момент система предупреждает Флио о приближении Хеи, и она появляется, сообщая, что желание героя устранить Флио. Она нападает на него, но система защищает его барьером. Рис встает на пути и получает смертельное ранение. Хея создает несколько взрывов, но барьер Флио защищает его. И она понимает, что обычная магия на него не подействует, поэтому готовится применить продвинутые заклинания. Флио пытается исцелить Рис, но система сообщает ему, что ранение слишком серьезное, поэтому лечебная магия на нее не подействует, и он начинает волноваться, думая, что может ее потерять. Хей использует мощное заклинание, которое создает сильный взрыв, но оно все равно не может преодолеть барьер Флио. Он злится и говорит Хей, что никогда не простит ее. Система сообщает ему, что он узнал о ее способностях. Флио произносит заклинание обратного хода времени, которое позволяет ему спасти Рис, и Хея удивляется, как он смог его использовать. Неожиданно он ударяет Хею. Она говорит ему, что достигла вершины магии, но он сбивает ее на землю, приказывая заткнуться. Не в силах поверить в происходящее, она проверяет его статистику и понимает, что его способности безграничны. Флио продолжает избивать ее, а она отмечает, что у нее нет ни единого шанса. Рис приходит в себя, удивляясь, почему она не ранена, и Балерос объясняет, что Флио спас ее. Рис удивлена, что он бьет Хею, и считает его удивительным, зная, что он делает это из-за нее. Однако она вспоминает, что он не любит драться и всегда был милосердным, и понимает, что он совсем потерял голову. Хей начинает опасаться за свою жизнь и умоляет о пощаде, но Флио не может простить ей того, что она обидела Рис. Он решает задушить ее, но Рис просит его остановиться, говоря, что он ей нравится, потому что у него доброе сердце, и она не хочет, чтобы он потерял свою доброту из-за нее. Он решает пощадить Хею и радуется, что с Рис все в порядке. Мы видим принцессу, когда группа магов телепортирует ее в лес. Она благодарит их за помощь, зная, что их магия еще не восстановилась. Она приказывает рыцарям позаботиться о них, говоря, что ей нужно найти настоящего героя. Вдруг их ошейники разбиваются, и она понимает, что Джин не смог исполнить желание. Тем временем стражники в королевской сокровищнице приказывают герою сдаться. Цуя паникует, думая, что их собираются казнить, но голос говорит, что Джин потерпел неудачу, и темная энергия окружает ее, говоря, что она станет прекрасным подношением. Цуя рассказывает, что наконец-то освободилась, сказав, что была запечатана на протяжении веков. Она использует заклинание, чтобы сменить одежду, что ставит героя в тупик. Ведь он знает, что Цуя не умеет пользоваться магией. Она хочет отблагодарить его за то, что он освободил ее, и использует другое заклинание, говоря, что даст ему силу, которую он желает, представляясь Дамалинос. Герой превращается в огромного монстра и помогает ей бежать, планируя наказать королевскую семью за то, что она запечатала ее. Она видит круг телепортации и понимает, что кто-то из членов королевской семьи покинул замок, поэтому решает поискать его. Хея приходит в сознание и задается вопросом, почему Флио исцелил ее. Он объясняет, что простил ее за то, что Рис смогла выжить. Балероса спрашивает ее, что им делать с ней, считая, что она слишком опасна. Флио решает снова запечатать ее в королевской сокровищнице. Хей интересуется, как он узнал, что ее запечатали, и он рассказывает, что использовал заклинание, чтобы заглянуть в ее воспоминания, потому что хотел узнать, почему она напала на них. Она не может поверить в то, что он смог это сделать, ведь она думала, что только она может использовать это заклинание. Рис предлагает Хее присоединиться к группе, считая, что ее способности смогут сослужить им хорошую службу, но Флио напоминает Рис, что Хея чуть не убила ее. Рис прощает Хею, обвиняя себя в слабости. Флио решает принять Хею в группу, если она больше не будет причинять людям боль. Хея понимает, что он совсем не похож на других людей, которых она встречала, потому что все они были эгоистами. Он ей нравится, и она принимает его как своего хозяина, с нетерпением ожидая, чего он сможет добиться с помощью своих способностей. Рис начинает ревновать и спрашивает, почему она краснеет. Флио решает применить заклинание обратного хода времени, потому что хочет помочь жителям деревни, устранив причиненный ущерб. Но Хея предупреждает его, чтобы он не использовал его снова, потому что оно перемещает время только в пределах определенной области, и при использовании на всю деревню может произойти непредвиденное. Она объясняет, что люди недостаточно сильны, чтобы использовать заклинание, но Флио исключение.
Она добавляет, что он способен использовать магию полного поглощения, которая позволяет ему выучить заклинание того, кто на него напал. Вместо этого он решает использовать заклинание восстановления. Позже Флео возвращается домой вместе с Хеей, которая представляется всем и говорит, что будет жить с ними. Он объясняет, что ей негде было остановиться, поэтому он решил позволить ей присоединиться к ним. Вечером Балероса разговаривает с Флео, который говорит ей, что запутался, потому что не знает, что делать со своими силами. Она говорит ему, что не так сильна, как он, но тоже в замешательстве, потому что не знает, с кем должна бороться. Она объясняет, что все, чему она научилась в королевстве, ложь, и благодарит его за то, что он помог ей узнать правду. Флео присоединяется к Рис в комнате, но она выглядит подавленной и спрашивает его, собирается ли он вернуться в свой мир, думая, что он планирует использовать магию Джина, чтобы покинуть ее. Он объясняет, что никуда не собирается, потому что хочет быть с ней и просит ее стать его настоящей женой. Они начинают целоваться, но тут в комнате появляется Хея. Она рассказывает, что все это время наблюдала за ними, заявляя, что ее долг присматривать за своим хозяином. Флео говорит ей, что нельзя шпионить за его личной жизнью, но она отвечает, что скрывать ничего не нужно. Рис злится и начинает спорить с ней. Девушки прислушиваются к ним, понимая, что они ссорятся. Хей предлагает сделать себя невидимой, пока она наблюдает за ними, но они отказываются, считая, что так будет еще хуже. Мы видим, как принцесса в городе спрашивает торговца, не знает ли он Флео, но тот отвечает, что нет. Она покидает лавку, задаваясь вопросом, где она может его найти. Тем временем группа Флео наслаждается ужином, а Рис рассказывает, что именно она его приготовила. Она предлагает всем убраться в доме, но девушки понимают, что она все делает, потому что считает их бесполезными. На следующий день мы видим, как Блоссом работает в поле, потому что хочет нести свой вклад в домашнее хозяйство. Белери работает в конюшне, рассказывая, что хотела бы работать кучером, но застряла, ухаживая за лошадьми. Мы узнаем, что Белана из семьи королевских магов, и Флео обучает ее основным заклинаниям. Она хочет использовать свою магию, чтобы помочь всем. Внезапно Блоссом вскрикивает, и Белана выбегает на улицу, понимая, что магический зверь уничтожает поле. Он бросается на нее, и она использует барьер, чтобы защититься. Прибывшая Балероса думает убить зверя, но обнаружит, что это она привела его сюда, и он внезапно взбесился. Белари седлала его и сумела успокоить. Все впечатлены тем, что она смогла приручить зверя. Мы видим, как Флео гуляет по городу вместе с Рис. Он продает свои товары партнеру по бизнесу, который предлагает украсить один из товаров драгоценными камнями. Торговец объясняет, что драгоценные камни стоят непомерно дорого, потому что их трудно найти. Внезапно Рис понимает, что на город надвигается что-то. Это прибыл герой из Дамалинос. Хея подходит к Флео и говорит ему, что чувствует злое присутствие, и объясняет, что монстр человек, но им управляет Дамалинос. Мы узнаем, что она когда-то была сильнейшим магом королевства, но начала использовать запретную магию в прошлом, и герою пришлось от нее избавиться. Однако ее сознание осталось, поэтому ей пришлось запечатать ее в постаменте меча, в котором была запечатана Хея. Она знает, что Дамалинос возродилась после ее освобождения, потому что люди использовали ее силы. Она просит разрешения устранить ее, и Флео разрешает, но говорит, что приоритетом для нее должно стать спасение жизней жителей деревни. Дамалинос собирается убить принцессу, но внезапно раздается взрыв и появляется Хея. Дамалинос просит ее не вмешиваться, но он объясняет, что хочет избавиться от нее, потому что та мешает ее хозяину. Дамалинос атакует Хею заклинанием, но оно не срабатывает, так как она объясняет, что магия не может причинить ей вреда. Дамалинос использует запретное заклинание, которое усиливает героя, заставляя его стать больше. Принцесса понимает, что он может разрушить город, но он внезапно уменьшается, когда магия рассеивается. Появляется Флео и рассказывает, что это он сделал. Хея умоляет его позволить ей закончить бой. Дамалинос не может поверить, что Флео смог рассеять ее магию, и Хея использует заклинание, чтобы избавиться от нее, заключив ее душу в гранулу и вернув Сую и героя к их первоначальным формам. Она съедает гранулу, а Флео интересуется, все ли с ней в порядке. Она объясняет, что запечатала ее в своей сфере. Они понимают, что монстр был героем, и решают привести его к рыцарям. Принцесса встречает Флео, представляясь Элизабет, и благодарит его за спасение королевства. Зная, что они плохо с ним обращались, она просит прощения за свои действия. Она рассказывает, что уволила героя, потому что он совершенно бесполезен, и отправилась в город на поиски Флео, предлагая ему стать настоящим героем королевства. Однако он отказывается, говоря, что не хочет сражаться за людей, потому что хочет просто наслаждаться мирной жизнью с Рис. Они возвращаются домой, и Валерий приветствует их, говоря, что хочет расширить землю, потому что планирует разводить магических существ.
Блоссом объясняет, что эти земли также можно использовать для посадки овощей, которые Валерий сможет доставлять с помощью своих зверей. Однако Рис считает, что звери никогда не будут слушаться людей, поэтому она предлагает использовать обычных лошадей. Флио предлагает купить землю для них, сказав, что они могут вернуть деньги, управляя землей и отдавая ему часть своих заработков. Девушкам это кажется отличной идеей. Девушки начинают пахать землю, и Флио предлагает выращивать овощи, которые трудно найти в этом районе. Он объясняет, что может использовать свою магию, чтобы помочь им, но Блоссом отказывается, сказав, что не хочет полагаться на него. Белана хочет увидеть магию Хеи, рассказывая, что теперь она работает инструктором в магической академии и благодарит Флио за обучение основам. Она сообщает, что продолжает изучать новые заклинания и поняла, что магия может облегчить жизнь, поэтому она умоляет Блоссом позволить ей использовать ее заклинание. Флио предлагает использовать магию на небольшой части поля, чтобы можно было определить, влияет ли это на вкус овощей, и Блоссом соглашается. Хей использует магию, а Флио упоминает, что в будущем хочет открыть свой магазин. Рис обещает поддержать его и говорит, что позовет друзей, чтобы они купили его товары. Он рассказывает, что нашел драгоценный камень и сделал из него кольцо, попросив ее считать его обручальным, чем очень ее радует. Затем мы видим героев подземелья, которые недоумевают, как он там оказался, а Суя думает, что их собираются казнить. Однако герой не хочет умирать там, поэтому он готов сделать все, чтобы сбежать. Мы видим Балеросу в черном платье, когда Улус поздравляет ее с замужеством. К ней подходит Гал и говорит, что она станет его женой, а демоны обещают в качестве свадебного подарка завоевать весь мир. Она уговаривает их не делать этого, но Гал признается ей в любви и уже собирается поцеловать ее, когда она просыпается от своего сна, удивляясь, почему она все время вспоминает его. На следующий день Рис замечает, что Балероса выглядит нездоровой. Рис думает, что она влюбилась, что Балероса категорически отрицает, но девушки подслушивают и думают, что она влюблена. Они упоминают, что он всегда приходил к ним, потому что хотел увидеть ее. Балерос объясняет, что Гал хочет убить ее, потому что она угрожала ему, когда они впервые встретились, но девушки считают, что она ему нравится, и говорят, что она может преодолеть расовый барьер, как Флио и Рис. Они спрашивают Риса Флио, и она объясняет, что ей нравится его наивный характер, и говорит, что чувствует себя комфортно, когда находится рядом с ним. Он все слышит и смущается, но вдруг раздается сигнал тревоги. Система сообщает, что в город проник демон. Они думают, что жители в опасности, и решают осмотреться. Мы видим Элизабет со своими советниками, которые рассказывают ей, что Флио дал им золотые монеты, выпущенные замком. Она знает, что монеты не были распространены среди населения, и один из советников напоминает ей, что они дали одному из прибывших героев золотые монеты, думая, что он может замаскироваться под Флио. Она понимает, почему он не захотел сражаться за королевство, и считает, что они должны загладить свою вину перед ним. Внезапно рыцарь сообщает, что герой сбежал, и Элизабет велит своим людям искать их. Они начинают обыскивать лес, где мы видим героя, спрятавшегося за кустом и обвиняющего Хею в том, что она выставила его преступником. Она напоминает ему, что он взял бездонную сумку, когда был в сокровищнице, но он объясняет, что заслужил ее, считая, что это его награда за исполнение обязанностей героя. Он проверяет, что в ней лежит, и понимает, что в ней нет золота. Он находит волшебную лопату. Рыцари слышат их, но ничего не находят. Мы узнаем, что герой смог выкопать лопатой яму, и она оказывается полезной, но он задается вопросом, как им выбраться обратно на поверхность. В замке повелителя демонов мы видим Гала и Улус, которые объясняют, что они не могут найти группу Флио, поэтому она считает, что они покинули королевство. Гал объясняет, что это невозможно, потому что Флио может телепортироваться только в те места, где он уже побывал. Улус считает, что ему следует отдать предпочтение вторжению. Они могут захватить замок, но он говорит ей, что Флио может использовать магию очищения, поэтому им нужно найти его. Она объясняет, что пытается подавить демонов, сомневающихся в нем, и он благодарит ее за верность. Однако он не хочет жертвовать своими людьми ради победы. За ними наблюдает демон по имени Фуфун, который сообщает об этом брату Гала Юигарду, расстроенному тем, что Гал пытается завербовать человека в армию демонов. Он считает, что долг повелителя демонов уничтожать людей, и недоумевает, почему Гал пытается подружиться с одним из них. Он планирует отобрать трон у своего брата, заявив, что уничтожит королевство. Мы возвращаемся в город, где Флио недоумевает, почему ничего не происходит, ведь он знает, что в город вошел демон. Он видит, как женщина закрывает свою лавку, говоря, что ее дела идут плохо, потому что демоны уничтожили торговые пути для ее товаров. Рис понимает, что война влияет на жителей деревни. Они собираются вместе пообедать, но к ним подходит Балероса и говорит, что хочет их угостить. Рис задается вопросом, почему она это делает, поэтому она объясняет, что ее ранг искателя приключений повысился и благодарит их за помощь в ее совершенствовании.
Но Хея подходит к ним и говорит, что приближается демон с невероятной магией, поэтому она готовится к бою. Однако Рис говорит ей остановиться, и они видят приближающегося Гала. Они решают поесть с ним, когда он говорит Балеросе, что рад видеть ее снова, но она приходит в ужас, понимая, что ее сон был предчувствием. Гал объясняет, что ему нравится человеческая еда, потому что она вкуснее, чем еда, приготовленная демонами. Он рассказывает, что пришел, чтобы собрать информацию, и говорит, что хочет, чтобы Флио присоединился к нему. Но Балероса злится, думая, что он пытается разрушить их жизни, и объясняет, что демоны представляют угрозу для людей. Флио объясняет, что он мирно живет с Рис, но Хей рассказывает ему о токсичном веществе, говоря, что оно есть у всех демонов, но не все из них могут его контролировать. Он вреден для людей, и те, кто не может его контролировать, выделяют небольшие его количества, поэтому они не могут находиться рядом с людьми. Но Рис говорит Флио, что он может контролировать это, поэтому ему не о чем беспокоиться. Гал добавляет, что демоны жестоки по своей природе и решают уйти, говоря, что они встретятся снова. Флио понимает, что люди и демоны не могут сосуществовать, и обнимает Рис, говоря, что ему нужно поддержать ее на мгновение. Мы возвращаемся к Суе, когда она поднимается на поверхность, но в итоге застревает. Герой отвлекается и падает обратно. Мы видим, как Флио и его друзья вместе обедают, и мы понимаем, что Рис стала лучше готовить. Она объясняет, что ее учитель научил ее готовить, сказав, что видела ее на днях. Мы видим, как Рис посещает Мелина, и она благодарит ее за помощь, говоря, что смогла покорить сердце своего мужа благодаря ее руководству. Мелина поздравляет ее и решает в подарок научить ее готовить семейные обеды. Но кто-то внезапно стучится в их дверь, и Флио видит Элизабет. Он говорит ей, что не заинтересован в том, чтобы стать героем, но она объясняет, что пришла извиниться, называя его настоящее имя. Он приглашает ее в дом, но она говорит, что ей нужно, чтобы остальные ушли, потому что ей нужно обсудить что-то важное с ним. Рис отказывается уходить, и Флио поддерживает ее, говоря, что не будет разговаривать с Элизабет, если Рис не останется с ним. Она соглашается на это, и остальные уходят, и Элизабет извиняется от имени королевства. Но он объясняет, что ее извинения ничего не изменят, и спрашивает, чего она от него хочет. Она показывает ему карту, на которой показано расположение ее войск, и говорит, что заклинание очищения скоро пройдет. Поэтому темная армия продолжит свое вторжение. Но маги королевства все еще не восстановились, а рыцари не смогут защитить мирное население от демонов. Она умоляет Флио помочь им, но Рис говорит ей, что она эгоистична, напоминая ей, что он не хочет, чтобы его втягивали в войну. Элизабет объясняет, что король вот-вот проснется и собирается послать армию арестовать Флио, думая, что он вступил в сговор с демонами. Но она упоминает, что может помочь, говоря, что может наказать короля, чтобы она могла править вместо него. Она знает, что он защищал королевство в прошлом, поэтому ей нужно доказать, что она способна командовать армией. Рис думает, что она хочет использовать Флио, но он знает, что она просто хочет убедиться, что он не присоединится к темной армии. Он спрашивает ее, почему она показала ему местонахождение своих войск, думая, что это жизненно важная информация. Она объясняет, что доверяет ему и умоляет его спасти мирных жителей. Мы видим, как искатели приключений ищут героя, потому что он находится в списке разыскиваемых, и как он прячется от них, когда Суя говорит ему, что голодна, и он дает ей еду. Паук приближается к ним и стреляет своей паутиной, мгновенно удерживая их, когда появляется Фуфун, говоря, что собирается использовать их в качестве жертвоприношений. В тот вечер мы видим, как Флио в своей комнате говорит Рис, что ему не нравится сражаться, но он не хочет видеть, как убивают мирных жителей. Он упоминает, что хочет, чтобы все были счастливы, и она обещает поддержать его, говоря, что поможет, чем сможет. На следующий день приближается темная армия, поэтому все эвакуируются. Мы видим в лесу девушку, и гоблин собирается ее убить, но Рис спасает ее, а Флио создает барьер, приказывая девушке бежать. Рис задается вопросом, почему он делает это без компенсации, поэтому он объясняет, что не хочет, чтобы демоны думали, что его наняли люди. Демон задается вопросом, почему она помогает людям, и Флио объясняет, что они защитники деревни. Рис объясняет, что барьер нерушим, но внезапно появляется циклоп и предупреждает Флио, что он из самого могущественного племени темной армии. Он оскорбляет волков, говоря, что их лучший волк бесполезен, а Рис знает, что он говорит о ее брате, поэтому она расстраивается и решает сразиться с ним. Флио говорит ей не убивать его, и она покидает барьер, когда на нее нападает циклоп. Она кусает его, и он думает, что она слабая, говоря, что ее атаки не имеют эффекта. Но она объясняет, что сдерживается, потому что Флио сказал ей не убивать. Она меняется с ним местами, и его оружие в конечном итоге попадает ему в голову. Он приказывает своим людям избавиться от нее, поэтому не атакует, но Флио сдерживает их, говоря, что бой окончен. Он исцеляет циклопа, говоря ему повернуть назад, но ему интересно, кто такой Флио.
Он объясняет, что он всего лишь человек, который хочет ладить с демонами. Он демонстрирует свои силы, говоря ему отступить. Рис говорит ему, что их обучение принесло свои плоды. Мы узнаем, что она научила его запугивать демонов, но она задается вопросом, достаточно ли этого, чтобы остановить их, зная, что они вернутся, когда им прикажут атаковать снова. Появляется группа мирных жителей, благодарящих его за спасение, но они беспокоятся о Рис. Флио говорит им, что она его партнер, и упоминает, что принцесса приказала ему спасти всех. Возвращаемся к Элизабет. Ей докладывает рыцарь, что таинственный искатель приключений прогоняет демонов. Рыцарь объясняет, что его сопровождает волк, и он рассказывает всем, что его послала принцесса, поэтому все ей благодарны. Она понимает, что за этим стоит Флио, и говорит, что он так много сделал для королевства, поэтому ей нужно отплатить ему. Мы видим, как Гал наблюдает за Флио и понимает, что Юигард действует без приказа. Гринил сообщает ему, что Юигард захватил трон, и мы видим его в замке Повелителя Демонов, спрашивая Фуфун, завершены ли приготовления. Она объясняет, что они поймали 2 людей, говоря, что их можно использовать в качестве подношений для ритуала. Она знает, что Гал силен, и мы видим, как он возвращается в замок, но она думает, что у него нет шансов против Юигарда, потому что ритуал наделит его силами злого бога. Мы видим, как Улимина спорит с элитными членами Темной Армии, потому что они с нетерпением ждут битвы. Они считают, что Гал не способен возглавить их, так как проводит время вдали от замка. Один из них считает, что только Гал достоин быть повелителем демонов, но ему нужно показать свою силу, потому что все начинают сомневаться в нем. Они направляются к Юигарду и говорят ему, что он должен победить Гала, чтобы занять трон. Однако Фуфун уверена, что Юигард победит и просит их не вмешиваться в поединок. Фуфун собирается добить Улиминас, как вдруг появляется Гал и уносит ее с собой. Юигард вызывает Гала на дуэль, но Гал считает ее бессмысленной. Гал активирует свое кольцо демона, и все думают, что он собирается бороться за трон, но он внезапно снимает кольцо и отдает его Юигарду, говоря, что больше не хочет быть повелителем демонов, потому что его приспешники недовольны им. Гал объясняет, что сделал это ради Улиминас и покидает замок, пока герой размышляет о побеге с Суей. Через некоторое время Гал и Улус приходят к Флио и объясняют ему свою ситуацию, спрашивая, могут ли они остаться в его доме. Флио объясняет, что ему еще нужно поговорить с остальными, но в этот момент к ним присоединяется Балероса. Когда Флио спрашивает ее мнение, девушки собираются в комнате, и Гал рассказывает им о своей ситуации. Он объясняет, что Флио его единственный друг в королевстве, поэтому он решил попросить его о помощи. Улус объясняет, что Гал отдал все свои деньги верным ему солдатам, потому что они тоже покинули Темную Армию. Гал считает, что они заслужили это, но Улус считает его наивным и говорит, что именно поэтому демоны перестали в него верить. Гал объясняет, что он отобрал трон у отца, потому что он не был согласен с его методами, и поэтому был вынужден уйти в отставку, когда другие демоны перестали его поддерживать. В итоге они соглашаются оставить его. Позже мы видим Гала с Флио, который рассказывает ему о своем бизнесе по изготовлению снаряжения для искателей приключений. Тем временем Улиминас наблюдает за ними, удивляясь, как ее хозяин может быть таким дружелюбным с людьми. Она отмечает, что в общении с демонами он не такой. Вечером все девушки спят, кроме Балеросы, и Рис угощает ее чаем, зная, что она не может заснуть. Флио спрашивает, что ее беспокоит, и она объясняет, что ее устраивает их нынешний образ жизни, потому что они все наслаждаются жизнью, и у них уже есть все необходимое. Однако она чувствует, что ей не место в доме, потому что ей нечего предложить, и ей трудно принять демонов. Флио объясняет, что для людей естественно ненавидеть демонов, и он советует Балеросе поговорить о своих чувствах, сказав, что ей не нужно заставлять себя сближаться с Галом. Рис напоминает ей, что она тоже была в Темной Армии и пыталась убить ее. Балерос объясняет, что Рис всегда ведет себя глупо, поэтому ее трудно воспринимать как угрозу. Она говорит ей, что она не бесполезна, и напоминает, что она научила ее печь, и они пробуют печенье, которое испекла Рис. Флио понимает, что оно очень вкусное. На следующий день Балероса разговаривает с Галом и Улус, угрожая уничтожить их, если они нападут на людей. Тем временем герой успешно сбегает с Суей. Они думают вернуться в город, чтобы продать драгоценные камни, которые они украли, но Суя напоминает герою, что он в розыске. Юигард жалуется, что они проигрывают, и Фуфун объясняет, что они с трудом преодолевают ловушки, расставленные людьми. Элитные демоны считают его глупцом из-за отсутствия стратегии, полагая, что Гал лучше. Но Фуфун говорит им, чтобы они не волновались, потому что у нее есть план, предлагая устроить вылазку, чтобы поднять боевой дух. В деревне Рис выигрывает поездку к горячим источникам, и хозяин магазина говорит ей, что она может взять с собой семью. Рис решает поехать со всеми. Девушки рассказывают, что в этом районе есть 7 горячих источников, один из которых, как говорят, улучшает кое-что.
и Рис решает отправиться туда. Они добираются до постоялого двора, и служащие радушно принимают их. Рис спрашивает одну из них о роднике, и та объясняет, что он находится снаружи, и дает ей путеводитель, и желает удачи. Блоссом натыкается на странного мужчину, который оказывается Уигардом. Фуфу напоминает ему, что они здесь для поднятия боевого духа, и советует расслабиться. Элитные демоны готовятся войти в горячие источники, и Фуфун велит им надеть ожерелье, которое подавит их Мелизиум. Гал и остальные видят и узнают их. Они обсуждают, что делать дальше, и Рис приглашает Флио искупаться вместе с ней. Хея хочет присоединиться к ним, но она просит не мешать им. Хея остается и входит в свой внутренний мир, где сталкивается с Дамалинос. Хея говорит, что хочет попрактиковаться и хочет попробовать то, что Рис делает с Флио. Однако она напоминает ей, что они обе женщины, так что это невозможно. Но Хея рассказывает, что может менять свой пол, и говорит, что она в ее вкусе. Хея внезапно просыпается, и мы понимаем, что хентая не будет. А Хея задается вопросом, как заставить Дамалинос полюбить ее. Флио начинает расслабляться и разговаривает с Рис, предлагая запланировать еще одну поездку, ведь у них так и не было медового месяца. Мы видим, как остальные девушки тусуются и хорошо проводят время, когда Блоссом замечает, что Балероса смотрит на Гала. Она спрашивает, нравится ли он ей, но Балерос объясняет, что просто наблюдает за ним. Гал делает ей комплимент, говоря, что она выглядит потрясающе в своем платье, но Улус говорит ему, чтобы он перестал с ней флиртовать. Затем мы видим Юигарда и его приспешников. Он жалуется на еду, считая ее отвратительной. Два демона начинают драться, но один из них роняет ожерелье. Появляется герой, который думает, что они спаслись от демонов. Он показывает свой драгоценный камень, который он украл из их сокровищницы, но тот внезапно поглощает Мелизиум, а демоны продолжают сражаться, и битва становится напряженной. Внезапно драгоценный камень сливается с героем, превращая его в огромное темное существо. Балероса спрашивает Улус, хочет ли она, чтобы Гал снова стал повелителем демонов, и та подтверждает это. Балероса знает, что Улус оставила темную армию только для того, чтобы последовать за ним, и думает, что это потому, что она влюблена в него. Но вдруг они видят, как герой нападает на трактир. Флио использует заклинание, чтобы спасти их, и говорит Рис расследовать происходящее. Гал объясняет, что темное существо сосредоточило в себе Мелизиум, и Улус думает, что за этим стоит Юигард. Девушки решают спасти всех в гостинице, но Улус считает их идиотами, полагая, что они не смогут ничего сделать, потому что слишком слабы. Однако Гал решает помочь им и спрашивает Улус, не хочет ли она присоединиться к нему. Она начинает волноваться, говоря, что он не справился с ролью повелителя демонов, потому что пытался спасти людей. Но он объясняет, что делает это, чтобы защитить их отдых, и телепортируется к герою. Демоны видят его, и Юигард немедленно вступает с ним в схватку, вызывая его на поединок. Юигард берет под контроль Мелизиум и атакует им Гала. Балероса возвращается к Флио и рассказывает ему о появлении Юигарда, но Флио считает, что раз Гал справляется с ним, то ему не стоит беспокоиться, и решает сосредоточиться на защите здания. Рис решает проучить Юигарда, поэтому она использует телепортацию, чтобы подобраться поближе, и бьет его. Драгоценный камень разбивается, и Исуя падает, но Гал ловит ее с помощью своей магии. Гал говорит Юигарду отступить, но он отказывается. Тем временем Улус спрашивает остальных демонов, что они там делают, но те отвечают, что пришли к горячему источнику и не собираются сражаться. Гал внезапно хватает Юигарда и использует прием, который высасывает всю его силу. Он интересуется, что происходит, и Гал объясняет, что он временно отключил Мелизиум, который является источником силы демона. Юигард не может поверить, что такая техника существует, поэтому Гал рассказывает, что он усовершенствовал ее, но изначально она была создана людьми. Владелица горячего источника решает вмешаться и достает свои талисманы, и к ней присоединяются ее сотрудники. Хозяйка показывает, что их халаты зачарованы на случай непредвиденных обстоятельств. Она говорит им, что они доставили достаточно хлопот, и отсылает их прочь. Рис продолжает избивать героя, утверждая, что просто выводит Мелизиум из его тела. После этого Флио использует свою магию времени, чтобы восстановить здание. Мы видим, как героя преследует, и он использует свою лопату, чтобы убежать, но в итоге попадает в горячий источник. Все возвращаются к горячему источнику, и мы видим Флио вместе с Галом. Гал говорит, что всегда находил Флио интересным, потому что он использует свою огромную силу не для себя, а для мира между людьми и демонами. И Гал задается вопросом, как можно достичь мира. Флио не уверен, но считает, что найдя друзей, на которых можно положиться, он сможет сделать все возможное с их помощью. И Гал обещает помочь ему как друг. Все ужинают, а Улус наслаждается рыбой, и Балероса благодарит Гала за то, что он сделал для их защиты. Все продолжают веселиться, и в конце ночи Флио и Рис наконец-то остаются наедине.
Флио хочет продолжать защищать города и не допускать жертв. Он просит ее о помощи и говорит, что будет держать себя в руках, потому что знает, что будет идти по правильному пути, если она будет рядом с ним. Она обещает следовать за ним, куда бы он ни пошел. Они проводят ночь вместе, а на следующий день Рис, кажется, пребывает в прекрасном настроении. Девушки понимают, что был хентай, и Хея разочарована, что не смогла посмотреть, как и мы. Все отправляются обратно, и через некоторое время мы видим, что героя все еще разыскивают. Но он клянется, что обязательно вернется. Флио размышляет о том, что он пришел в этот мир один, но он рад, что его призвали, ведь он смог найти столько друзей и познакомиться с Рис. На этом аниме заканчивается. Надеюсь, вам понравилось данное видео. Если да, то подпишитесь и поставьте лайк, чтобы поддержать мой канал.